Армен, я застрял. Всех приветствую, дорогие друзья. Вы на канале DM Cars. Сегодня у нас обзор на Volkswagen Arteon. Не могу тебя разлюбить за одну ночь, тебя позабыть за одну ночь. Я не могу тебя отпустить. Как я и говорил, у нас на обзоре Volkswagen Arteon 2023 года. В целом, что могу сказать в первое впечатление от машины? Машина выглядит очень необычно, очень агрессивно, очень классно, вызывающе. Эти бампера, эти решетки, эти фары. Посмотришь и не скажешь с виду, что это обычный Passat. По сути, Arteon это Passat, но когда ты смотришь на Arteon, у тебя в голове сразу картинка. Passat и вот Arteon. Arteon это пахан Passat. В целом, что могу сказать? Автомобиль выглядит очень интересно. Вот так смотришь на него и не скажешь, что это обычный семейный лифтбэк. Ты можешь на этой машине ехать спокойно по городу, потом выехать на трассу и втопить по полной. Благо, лошадиные силы в этом автомобиле тебе позволяют это, и крутящий момент на нем не оставит тебя в беде в нужную минуту. Ну что, друзья, давайте поговорим про мотор. Здесь у нас на тесте сегодня двухлитровый турбодизельный мотор на 150 лошадиных сил, 360 ньютон-метров крутящего момента. Вы скажете, 150 лошадей, 2 литра турбодизель, да что он может? А я вам скажу, он может очень многое. Встанете на светофор, рядом с вами станет какая-нибудь бэшечка. Мне кажется, вы дернете ее. И если особенно стоит женуть, то без шансов дернете. Так, что могу сказать? По расходу этот автомобиль очень приятный. Вот реально приятный автомобиль, потому что по трассе у вас в среднем расход будет 4,5-5 литров. По городу не больше 8. Ну, смотря как вы ездите, конечно. Тут уже я вам не могу ничего подсказать. Но для такого автомобиля, для красивого, четкого, молодежного автомобиля, агрессивного, такие ньютон-метры и такой расход, это очень приятно. Ну что, давайте взглянем на этот мотор. В целом, что могу сказать по моторному пространству? Здесь все в стиле VAG. Все сделано компактно, аккуратно, вместительно. Самое главное, практично. Вы можете достигнуть любых элементов, не прилагая каких-либо усилий. Что ж, я ничего больше не могу сказать. Здесь все очень приятно для глаза. Ну что, давайте поговорим про багажник. Здесь он и вправду впечатляет. Так как это лифтбэк, стекло у нас поднимается вместе с крышкой багажника. У нас есть здесь сеточки всякие, крючки. По стоку это все по стоку. Вы можете закрепить свой багаж как-нибудь. Также у нас тут есть нижний отсек. Вот. Довольно-таки тоже вместительный. Вот. Багажник у нас вмещает 563 литра. Но если мы откинем заднее сиденье, он достигнет вплоть до 1500 литров. Как это было в Прадо приблизительно, который мы обозревали в прошлом видео. Так что и чемоданы увезете. Если надо будет, и пару мешков картошки увезете. Ну, я думаю, и пару людей можете увезти с собой. Вот. Давайте проверим тест на человека. Оп! Армен, я застрял. Армен! Ну что ж, друзья, давайте поговорим про салон. Здесь у нас также по кругу присутствует линейная контурная подсветочка, очень красивая, очень много цветов. Вот. Также у нас здесь в этой модели автомобиля присутствует проекция на лобовое стекло. Вот так вот оно выглядит. Оно здесь показывает датчик удержания полосы, показывает, если при перестроении вам кто-то мешает. Ну, много информации оно выводит. Также здесь очень классная функция есть. Это подогрев, обдув сидений, автоматическая парковка, помощь при парковке, обнаружение всех препятствий и так далее, подогрев руля. Вот. Адаптивная, кстати, система освещения у нас очень классная присутствует в автомобиле. Вот. Память сидений на два владельца автомобиля. В целом для езды в городе очень комфортный, классный автомобиль. Также сзади у нас присутствует линейная подсветочка, очень красивая. Вот. Места здесь, правда, очень много. Я со своим ростом 190 с комфортом здесь нахожусь, у меня еще очень много пространства. Сзади у нас есть отдельный свой климат-контроль, подогревы двух задних сидений. Вот. В целом подлокотничек есть на два подстаканника, тоже очень удобный. Вот. В целом, если вы едете куда-то в дорогу или вы просто там богатый человек, вы можете
кайфом доехать, я вам скажу, до своего места назначения, при том, что все-таки не забываем, это семейный лифтбэк. Ну что ж, друзья, у нас также присутствует здесь люк, очень хороший, объемный, красивый люк. Выезжает он у нас как в Мерсах назад, так приподнимается, очень прикольно выглядит. Тут у нас сеточка есть противомоскитная. Вот, в целом очень классно. Ну что ж, друзья, теперь перейдем к самому интересному, то, чего вы ждали все это видео, наверное. Прокатимся, посмотрим, на что способна эта машина в реальных условиях, как она ведет себя по городу и что она нам может интересного показать. Ну что, давайте попробуем это сделать. Поехали! Ну что ж, друзья, переместились мы в салон автомобиля. Давайте прокатимся, посмотрим, как он себя ведет в реальных условиях движения. Педаль газа очень у нас чувствительная, я вам скажу. Вот, ты чуть-чуть нажимаешь, она уже улетает. Кстати, вот, если вы заметили, у нас была только что автоматическая блокировка дверей при движении. Покажите еще раз оператору очень красивую крышу у нас, потолок. Опять же, повторюсь, автомобиль очень комфортный при движении. У нас также есть тут лепестки, то есть вы можете на лепестках тоже раздать газу. Очень прикольно у нас это организовано. Лепестки довольно небольшие, но они комфортные. Газ она берет очень хорошо, наваливает очень приятно, крепко. Мы чуть-чуть поддаем тапку. Она уже себя очень приятно ведет. Очень аккуратно едет. Вот. Так вот она себя показывает очень интересно со стороны семейного, можно сказать, я не побоюсь этого слова, приближенного к спорткару автомобиля, потому что очень редко где вы встретите такой отклик на педаль газа, вы дали, она уже едет и приятно очень себя чувствует, при том, что всего лишь у нас 150 лошадиных сил, но за счет турбины она показывает очень интересные результаты. В автомобиле у нас установлена мультимедиа DIN Audio, она очень приятно звучит, очень приятные басы. Ну, опять же, VAG очень старается в этом плане, потому что я катался очень на многих автомобилях из линейки VAG, и в основном на всех этих автомобилях очень приятная музыка, очень приятные басы. Вот. Также вот опять мы только что входили в поворот, машина очень приятно заходит, вы не ощущаете по городу, когда или там где-то на трассе, вы просто не ощущаете, она как будто прилипает к полу и дает вам бешеные эмоции, и вы не можете сопротивляться этому, потому что эта машина правда заражает своей агрессией. The sun rises at 9, departs at 5, ain't doing overtime no more. Because in this world of color, the brightest picture is plugged right into your wall. You think a little love is all you need, but love is such a small thing, can't you see? I think you find the seeds in the book and change just the words that you read. Ну что ж, друзья, это видео, к сожалению, подходит к концу. Надеюсь, я вновь помог кому-то с выбором автомобиля, с познанием характеристик, либо просто, как я люблю это говорить, наслаждением приятного вечера с чашечкой чая, кофе, без разницы. Вы просто наслаждаетесь своим вечером, смотрите наш канал. Ну что ж, друзья, будем прощаться. С вами был DM Cars. Увидимся вновь. You just feel what you want it to be, what you want it to feel, what you want.